Пытаться догнать машину было бессмысленно. Водитель не стал бы останавливаться. Надеяться на милосердие и помощь не приходилось. Даже если бы человек остановился, то только для того, чтобы еще раз пнуть щенят. Это был не тот, кто способен на доброту. Мама-собака, испуганно проводив глазами удаляющийся автомобиль, все поняла без слов. Она решила не тратить силы напрасно, гонка за железной коробкой с бездушным существом внутри ничего бы не изменила. Она развернулась и вернулась к малышам, которые лежали на обочине дороги, сбившись в маленький пушистый комочек. Некоторые из них тихонько поскуливали, другие просто дрожали от холода и страха. Ветер трепал их редкую шерстку, а осенний дождь начал моросить, будто тоже скорбел по их участи. Но мать не поддавалась отчаянию. Подумать о том, что произошло, она сможет и позже, когда будет время. А сейчас ей нужно позаботиться о своих детенышах. Они нуждались в ней, только в ней. У них не было никого, кроме нее. Люди проходили мимо и предпочитали не замечать, что на обочине дороги, прямо рядом с оживленной улицей, маленькие существа борются за жизнь. Некоторые просто ускоряли шаг, другие прятали глаза, будто отводя взгляд от проблемы, которую не хотели решать. Щенки были очень голодны. Мама-собака просто физически не успевала досыта всех накормить. Она сама уже давно не ела по-настоящему, лишь изредка находя что-то на помойке или среди обрывков чьих-то обедов. Иногда проходящие мимо люди все-таки останавливались. Кто-то доставал из пакета кусочек хлеба или колбасы и осторожно клал на землю, чаще всего просто потому, что не мог пройти мимо таких глаз. Потом эти люди уходили, считая свой долг выполненным. Кто-то принес самодельный деревянный домик, он был хлипкий, неказистый, маленький, но все же лучше, чем ничего. Это было единственное укрытие от дождя и ветра. Внутрь подбросили немного сена, оно плохо грело, но не пропускало холод от сырой земли. Прохожие фотографировали собак, кто-то снимал видео и выкладывал в соцсети, надеясь, что кто-нибудь откликнется. Большинство постов оставались без отклика, но однажды на них обратили внимание Елена и ее супруг. Люди, которые не могли просто смотреть на страдания и ничего не делать. Они пришли к Марусе, так они назвали собаку с пакетами еды. Принесли теплую подстилку, воду, сухой корм и консервы. С тех пор они стали навещать собак каждый день. Елена расспросила всех местных жителей, поговорила с соседями, знакомыми, коллегами, обратилась в волонтерские чаты. И чудо произошло. Удалось найти добрые руки для 6 щенков. Каждый из них отправился в новый дом, где его ждали теплое место, миска еды и, главное, любовь. Маруся будто понимала, что это к лучшему. Она прощалась с малышами, обнюхивая каждого, сдерживая тревожное поскуливание. Ее сердце сжималось, но она не пыталась вернуть их, она верила этим людям. Вот только неожиданно в уже знакомый домик кто-то подбросил еще 3 щенят. Совсем крохотных, с едва открывшимися глазами. Холодных, испуганных и таких беззащитных. Кто-то, узнав, что в домике живет собака с детьми, решил избавиться от своих ненужных щенков. Но Маруся оказалась настоящей матерью. Она не стала разбираться, кто эти малыши и откуда. Она тут же прижала их к себе, вылизывала, грела, кормила, как своих. Прошло еще немного времени, прежде чем и для этих 3 малышей нашлись заботливые хозяева. Люди стали интересоваться историей Маруси, делиться постами, приезжать и помогать. Один волонтер вызвался отвезти собаку на передержку. Там был теплый вольер, ветеринарный уход, корм, тишина и безопасность. Но Маруся грустила. Слишком многое она пережила. Она тосковала по щенкам, которые были для нее смыслом жизни. Ради них она терпела боль, голод, холод. Ради них она жила. Теперь, когда малышей рядом не было, ей казалось, что все потеряно. Она лежала, отвернувшись к стене, отказывалась от еды, почти не реагировала на ласку. Люди пытались объяснить ей, что ее дети теперь в безопасности, что они живы, сыты и счастливы, что теперь можно немного подумать о себе. Им потребовалось время, много заботы и любви, чтобы Маруся снова начала доверять. Медленно, понемногу, она оттаивала. На прогулке ее хвост уже не был поджат, он стал подрагивать от радости.
Она начала подходить к людям, вилять хвостом, ложиться на спину, подставляя живот для почесывания. С каждым днем в ее глазах появлялся все более живой и теплый свет. Теперь Маруся знает, все обязательно будет хорошо. Она больше не боится. Она научилась снова доверять человеку. Она поняла, что не все одинаковы. И теперь каждого, кто к ней подходит, она считает своим другом. Она не просто собака, она символ верности, любви и силы материнского духа. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Делитесь этим видео, чтобы как можно больше людей узнали о судьбе Маруси. Ведь, возможно, именно ваше внимание и забота однажды спасут чью-то жизнь.